Здравствуйте, друзья! Будем посмотреть, какой будет или каким будет твой сентябрь. Какой энергии будет, что работает против тебя, где можно использовать шанс, какие дни хорошие, какие нет. Я по знаку зодиака не буду посмотреть, потому что я это сделала уже на эстонском, но я вам хочу сказать чуть-чуть по-другому. Я просто не люблю 2 раза повторить то же самое. Так, сентябрь. В первую очередь хочу посмотреть, какой энергии будет вообще-то в сентябрь. Сентябрь, какой энергии? Очень много будет возможностей именно в сентябрь. Вот как-то говорит о том, что в сентябрь не надо делать то, что ты обычно делаешь. Можно взять риски. Можно взять риски, и в комфортном зоне жить нельзя. Если ты возьмешь риски и начинаешь что-то делать по-другому, ты можешь даже почувствовать как будто чудо. Но будь осторожна, чтобы ты бы слишком много не помогла бы других. Потому что тут видно как ангел, ты даешь свои крылья, что другой бы смог летать. Но это на самом деле, это дисбаланс, это неправильно. В первую очередь помоги себе, и когда у тебя есть сила, ты можешь другим помочь. Очень важно в сентябре думать еще о себе, концентрировать на свою энергию, на свою жизнь. Сентябрь еще очень магический месяц. Очень многие могут начинать видеть, как это по-русски правильно, вечные сны, но сны, которые сбываются, ну как-то так. И очень важно контроль мысли, потому что она особенный месяц будет. И все, что ты думаешь, ты будешь притягивать к себе. Поэтому в этот месяц я не советую слишком много концентрировать на своих проблемах. Наоборот, начинай думать, что ты хочешь. И как сделать шаги для этого. Смотрим в общем здоровье. Карта Спаситель. Но очень многие, наверное, будут бороться с зависимостью, да? Если у тебя они есть или появятся, бороться надо с этим. А так никакие серьезные опасности по здоровью я не вижу. Опять магическая карта. Это уже 2-й раз. Мне кажется, карты хотят нам сказать, что очень много на наших руках именно в сентябрь. Но очень полезно для здоровья в сентябрь заняться с водой. Баня, хамам. Ой, я безумно люблю хамам. Скучаю по хамам, конечно. Бассейн ходить. Может, кто-то даже ходит до сих пор плавать на море. Все ванны, все ритуалы с водой очень полезные сейчас. Я даже помню, когда я в России жила, сейчас редко это делаю, потому что занята с детьми. Я взяла себе бутылку, внутрь бутылки поставила розовый кварц. И на бутылке я всегда что-то писала, что я хотела. Но в таком форме, как будто она у меня уже есть. Я же безумно хотела дети, постоянно писала дети, беременность и все это. И получилось. Пробуйте. Но в форме, как будто уже случилось. Нельзя писать «я хочу ребенка», «я хочу беременность». Благодарю за беременность. Благодарю за дети. Благодарю за любовь. Благодарю за здоровье. Благодарю за деньги. Пробуйте. Работа, финансы. Очень хорошее время начинать что-то нового. Если ты давно думала, что надо уходить, самое правильное время именно сентябрь. Но говорит, что страхи мешают. Но на самом деле, я бы сказала, надо бояться и сделать. И очень многие могут даже идти обратно, где они раньше были. Может быть, ты раньше была где-то, ты ушла и жалела об этом. Можно пробовать снова туда. Будет удачи. Старое, новое тогда, скажем так.
деньги. А вот сентябрь деньги дать как долг нельзя. Вот если ты будешь дать долг, ты обратно это потом не получаешь. И ты потом еще будешь сама виновата. Долг в сентябрь не дайте. И я верю, вот если мы говорим о долгах, тогда кредиты тоже не советую взять. Какие-то большие суммы, потому что может появиться какие-то проблемы, связанные с этим. Но в общем, с деньгами надо баланс. Смотри, куда ты тратишь, и надо ли тебе этого или вообще нет. Очень многие начинают в сентябрь купить товар, вещи от эмоций. Любовь. Очень какой-то страстные какие-то энергии будет связаны с любви. Очень многие хотят или начинают смотреть налево. И даже вот будет ругаться из-за мужчины, там какие-то подруги. Я советую в сентябрь подругами не говорить о своих проблемах. Они будут использовать эту информацию против тебя потом. И даже могут появиться ситуация, где твоя подруга могут даже смотреть на твоего мужчину. Поэтому может сентябрь их не предлагать в гости. И посмотреть, кстати, как можно это посмотреть. Если подруга придет к тебе в гости, и она знает, что у тебя мужчина это время дома, посмотри, ой, дыхалась прям. Посмотри, как она одевается. Если там все так открыто, ты понимаешь, что там другие мысли вообще-то в голове. Но очень многие в отношениях еще будет стресса и будет играть жертва. Мне кажется, опять тут сентябрь хочет тебе сказать, что надо думать о себе. Ты не можешь от себя отдать, если ты сама, у тебя внутри все пустая. Но особенно молодые, ну для меня молодые это тот 35. И темная, и мужчина, и женщина. Особенно они хотят как-то экспериментировать в сентябрь. Но я это не советую. Которые долго в отношениях. Те, которые очень долго уже в отношениях, у них какой-то кармический месяц. Может тоже появятся какие-то проблемы. Какие-то старые проблемы, которые вы еще не решили, снова появятся. Их надо решать, короче, в сентябрь. А тех, кто свободные, надо заняться с травмой, которая у тебя есть от детства уже. Мне кажется, ты не можешь идти в отношения дальше, потому что твоя травма тебе будет мешать. Может к психологу обратиться. А тех, которые свободные, прям отдыхалась, а? Вот очень много удачи для свободных именно на дорогу. Не в комфортном зоне, а именно когда ты путешествуешь где-то. Это не должна быть прямо другая страна, а это может быть даже другой город. Двигаться надо, и там будет новое знакомство, очень удачное. Спрашиваем еще, что тебе надо знать. Очень хороший месяц будет именно для светлых женщин, которые больше 35. Очень удача, у них сила. Все, куда они как-то отправят свою силу, то они получают. Очень удачное. Что нам еще надо знать? Молодые мужчины. Очень хорошо пойдет для молодых мужчин работа с другими людьми. Если ты давно хотела в какой-то компании работать или с кем-то что-то начинать делать, какой-то бизнес, самое время. Но никакие треугольники устроить в сентябрь я не советую. Вот я понимаю, что у вас, может быть, вы хотите там экспериментировать и пробовать что-то нового, но, блин, вы будете что-то разрушить.
Вот пробуйте быть более спокойной. Тут особенно, мне кажется, те, которые в отношениях. Но это, конечно, может быть еще так, что вы не в отношениях, но у другого человека кто-то есть, и он или она не говорит об этом. Короче, будет очень осторожно. Именно в интимном плане. Не надо сразу бегать в кровать. Мировая. Я просто хотела еще посмотреть мировая ситуация. Умирает какая-то женщина, которую все любят. Но мне кажется, эта смерть будет ожиданная. Так что люди думают, ой, она только сейчас умирает. Мы думали, что уже давно пора было. Какая-то женщина умирает. Я хочу вам еще тоже такое гадание сделать, где вы можете сами выбрать карты. Потому что я не пойду сейчас по знаку зодиака, может точнее, тогда получаете свой ответ. И как всегда мы начинаем от любви. Я возьму 3 карты, и тут будет ваш совет на сентябрь. Концентрируйте 1, 2 и 3 карты. 1, 2 и 3. Я не буду вам показывать, просто думайте сами. 1, 2, 3. Если вы выбрали первую карту, вот карта такая. Это говорит о том, что в вашей жизни появятся хорошие новости. Может, это предложение или какой-то подарок. Кто-то у вас удивляет очень сильно. И это от мужского сторону. И даже если что-то вам предлагают, обязательно возьмите этого. Потому что это будет потом пользу, наверное, говорят. А так, в отношении сентября тогда ничего плохого не вижу. О, карта сила. Если вы выбрали вторую карту, это карта сила. Отношения будет лучше, если ты одна, у тебя есть сила, чтобы встретиться именно свое. В твоих руках все. Ой, 3 карта. Хорошо, что я выбрала 2. 3 карта. Это говорит зеркало. Мне кажется, не всегда надо винять свою половину, а иногда надо просто посмотреть в зеркало и спросить от себя, а я идеальна? Мне кажется, не все проблемы начинаются от партнера. Ты даешь, он дает. Баланс должна быть там. И мне кажется, тут критично надо еще смотреть на себя. Если ты не можешь найти себя в половину, смотри в зеркало, я не имею в виду в физическом плане, и спроси от себя, а я себя люблю? Что я могу сама его отдать, чтобы меня любили? А не постоянно спросить, что он должен мне отдать. Так, смотрим еще. Работа. И работа, и деньги буду отдельно посмотреть как-то. Работа. Опять 3 карты. 1, 2 и 3. Если ты выбрала... Ой, моя защита падла. Если ты выбрала первую карту, это была карта работа, это значит, что, может быть, ты слишком много делаешь и чувствуешь, что обратно ничего не получаешь. Баланса у тебя нету в этом. Больше сентябрь заняться семьей, с детьми, и не забывать, что на самом деле важно в этой жизни. Слишком много работы. Концентрации вообще нет там, где она должна быть. Если ты выбрала 2 карту, мне кажется, может быть, у тебя даже внутри какая-то усталость. Ты хочешь что-то поменять. Она говорит, что шансы у тебя есть, но ты постоянно концентрируешься на то, что у тебя уже есть, и ты не смотришь свои шансы. Люди тебя на самом деле замечают, и ты можешь лучше сделать, куда-то идти, новое место. Но тебе надо сам сделать первый шаг, а не ожидать это от других людей, что они тебе позвали. 3 карта. Все плохое уже сзади, впереди. Не впереди, извини. О, все плохое уже сзади, по-моему.
Да. И впереди только все самое хорошее. Сейчас, в данный момент, я не вижу, что что-то менять надо. Потому что все свои уроки ты уже получила. Так, сейчас мы смотрим деньги. Опять у тебя есть шансы выбрать первый, второй или третий карты. Я почему-то первый хочу. О! Это деньги, это карта деньги, кстати, и огромные деньги. Это покажет, что сентябрь у тебя огромные возможности. Даже божественная какая-то, я не знаю, где это золото теперь будет. Можно играть в лотерею, может начинать новые там проекты. Все, что ты начинаешь делать, у тебя будет удачи. Именно удачи в материальном плане. Второй карт. Деньги не появятся через работу, а через кого-то. А именно, мне кажется, через мужской линию или через мужскую сторону. Через мужчина. Но смотри, именно мужчина, который далеко. Может быть, другой город, другая страна. Все связанное с иностранцами или люди, которые далеко от тебя, они принесут тебе сентябрь удачи с деньгами. Детика тоже очень хороший, говорит, что если ты готова работать, ты готова сделать шагов, у тебя все будет. Но мы же понимаем, что деньги просто так не придут. И давай еще совет. Еще совет на сентябрь. Первый карт, второй карт и третий карт. Я третий хочу. Это первая карта. В жизни надо баланс. Мне кажется, у тебя, если хорошо, то тогда очень хорошо. Когда плохо, то очень плохо. Тебе внутренний баланс надо найти. Я очень сильно советую заняться с медитацией, где ты можешь слушать ом. И ты начинаешь тоже громко это сделать. И через этого ты пойдешь как-то в гармонии. Ищите, YouTube она есть. Ом медитации. А тебе нехорошо быть то хорошим, то очень плохом настроении. Мне кажется, у тебя потом могут начинать проблемы с здоровьем, что-то с гормонами. А второй карт говорит о страхе. У тебя их слишком много, а на самом деле ничего плохого не будет случиться. Ты сама будешь остановить себе из-за страха. Боиться надо и сделать в любом случае. Третий карт. Ого! Какой-то мужчина. Но, может быть, появится какой-то мужчина, который тебе принесет какую-то удачу в жизни. Это не должно быть в романтическом плане, это еще может быть в финансовом плане. Как угодно. Но что-то у тебя будет новое в жизни, а именно через мужчину. Какая-то встреча появится, которая может у тебя изменить жизнь. Поэтому тут надо быть очень открыто. Так, мы смотрели любовь, работа, деньги и совет. Вот это был ваш сентябрь. Удачи!